Здравствуйте! Вчера мы раскроили спортивный костюм, а сегодня мы будем его шить. Из этой ткани двунитки, двунитка пенье, турецкая ткань. Уже я сшила спортивный костюм, который задумала давно. Вот он такой, а штанишки просто черные. Сегодня, для того, чтобы показать вам, как это делать, мы его раскроили и сегодня будем шить, но мы не будем повторять эту модель. Я рисовала этот эскиз. Сегодня мы будем творить и будем придумывать новую модель. Она такого же молочного цвета, штанишки будут тоже черными, но украшать мы будем ее по-другому. И я придумала такой вариант. Для этого нам надо подготовить, соответственно, сам эскиз. Я нашла в интернете вот такую компьютерную тему. Вот такую компьютерную тему. На каждую тему, вот на эту тему, идет кусочек ткани. Вы должны его приготовить, если вы будете повторять ее. А если вы будете свой вариант какой-то придумывать, значит, вы должны из ткани компаньона найти кусочек, который подойдет вам для того, чтобы ее изготовить. Для этой темы я тоже ткань подготовила. Вот я ее накрою. Она закрывает рисунок, очень хорошо подходит. Подготовила ткань, которая будет у нас декором идти по низу нашего изделия, по вороту, по рукавчику и на обтачке, поскольку у меня идет кофта без подгибки. Вот, собственно, наш крой, штанишки и кофта. Приготовили сразу же обязательно карандашик, который нам нужен для того, чтобы перенести рисунок на нашу полочку, иглы для закрепления ткани компаньона, нитки, которыми будем шить. Значит, для того, чтобы приступить к работе, откладываем все лишнее и начнем работать мы прежде всего с создания нашего рисунка. Берем нашу полочку, смотрим лицом к себе, смотрим, как нам расположить эти рисунки. Удобнее всего перенести рисунок для начинающих. Это вот здесь по контуру обычным канцелярским ножиком сделать прорезы и положить ее на ткань, где вы будете размещать этот рисунок, и термопастой в эти разрезы сделать пунктиры. То есть вы на лицевую сторону перенесете этот рисунок. Для того, чтобы перенести на изнаночную сторону, вы можете сметочным стежком обойти его, либо просто подкладывать под нашу полочку светлого цвета темную ткань. Она хорошо просвечивается, она хорошо пальчиками прощупывается, и вы видите границы, где она заканчивается. Прикалываем ткань компаньон вокруг рисунка, чтобы в процессе шитья она не сдвигалась. И начинаем шить той строчкой, которую вы выберете на своей машине. Я рекомендую делать ее коротким стежком, 2 миллиметра, не больше, потому что когда мы будем вырезать, хоть ткань и не треплется, но тем не менее, чтобы нигде не поехала строчка и ткань не вылезла, потому что мы будем оставлять край в 2 миллиметра. Когда мы сошьем, разрежем, и чтобы строчечка наша не потрепалась. Поэтому, если вы прямострочной строчкой строчите, значит 2 миллиметра стежок. Если вы выбираете прочную строчку, она бывает тройной, двойной, зигзагообразной, очень густой, короткой. Вот там уж сильно так заморачиваться не надо, но тоже большой стежок делать не надо. Поступаем точно так же с этим рисунком другим, который мы хотим расположить где-то в другом участке кофты. Под низ ткань компаньон. Здесь у нас уже нарисован, заготовлен рисунок. Повторяем этот же этап. Вот. Когда мы это сделали, мы начинаем по нашим намеченным линиям
проходить машинной строчкой, прикреплять. Вот, затем делаем второй ряд, если вы хотите разрезать этот рисунок, чтобы он был потрепанный, он был рваный. Значит, вам надо сделать 2 параллельных строчки и основную ткань нашей кофты разрезать по центру, везде по контуру всех деталек на рисунке, везде. То есть мы делаем 2 параллельных строчки, ручеек, бороздочку, которую мы внутри разрежем. Трикотаж от того, что мы разрежем, скрутится, и наша ткань-компаньон черная будет видна. Вот как она видна вот на этих мелких разрезах. Вот. Здесь всего 2 миллиметра между строчками, но, тем не менее, контраст есть, он виден. И получилось, что у нас есть свой личный дизайн, он минималистичный такой, но тем не менее смотрится очень стильно. С обратной стороны работы, когда вы это сделаете, я покажу на готовой кофте. Вот наша изнаночка, смотрите, вот наша изнанка. Здесь был кусок ткани черной. Когда мы закончили работу, все сделали с лицевой стороны, мы на расстоянии 2 мм от строчки аккуратненько обрезаем, чтобы было с изнанки точно так же красиво. Будем работать с этим. Закончим этот этап и будем показывать второй этап. А сейчас делаю паузу для того, чтобы прикрепить ткань, перенести рисунок и рассказать вам дальше, что и как делать. Ну вот, мы организовали себе план работы, объект работы, создали его, и теперь будем приступать к его осуществлению. Как я и говорила, либо вы прикрепляете сюда рисунок, прорисовываете термопастой, можно строчить по кальке. Я буду строчить непосредственно по бумаге, не переводя рисунок на ткань ручкой. Вот так вот я прикрепила свои эскизы, которые я выбрала. И вот так это выглядит с изнанки. Вот, я нашла кусочки ткани, которые у меня остались после кроя брюк. И я их очень активно использую в изготовлении нашей кофточки. Мы закрепили по контуру эти лоскуты так, чтобы с лицевой стороны они хоть немножечко выходили за пределы нашей бумаги, но полностью перекрывали весь наш эскиз. Чтобы когда мы разрежем, не получилось у нас ни дыр, никаких там перекосов, ничего. Хорошенько закрепили булавочками посерединке, чтобы ткань в процессе шитья не смещалась. Она у нас очень подвижна, она у нас очень тянучая, поэтому прикрепили. И приступаем непосредственно к работе. Значит, что касаемо верхнего рисунка, я выбрала такой, сейчас такая у меня фантазия. Этот рисунок будет изготовлен несколько по-другому, нежели этот. Здесь достаточно один раз пройтись по контуру и просто вырезать потом. Но вырезая от строчки на 2-3 мм. Все зависит от того, какую пушистость вы хотите создать на рисунке. То есть вот рваный он будет у вас этот рисунок. Вот вы выбираете ширину этого края, такую, как вы хотите. Рекомендую 2-3 мм, не больше. Вот, потому что иначе оно будет смотреться как ящик. Значит, для создания этого эскиза нам достаточно один раз пройтись по контуру и вырезать нашу основную ткань от строчки на 2-3 мм. Затем пойти на изнаночку и обрезать каждую деталь вокруг строчки на те же 2 мм и убрать лишнюю ткань. Что касается этого эскиза, здесь все подготовительные процессы те же самые, но технология несколько иная. Мы видим контуры. Здесь будет не черная деталь, как вот здесь, а здесь будут повторяться строчкой контуры этих линий с одной стороны и с другой стороны.
Но ширину этой линии я выберу на свое усмотрение. То есть это не значит, что я буду четко повторять этот рисунок, как здесь ширину этой линии. Она у меня своя. Я хочу ее несколько расширить. Мне так хочется, поэтому я это сделаю. Вот. Мы будем каждую линию, каждую точечку будем с двух сторон проходить строчкой. Вот с этой стороны и вот с этой стороны. А затем оттуда между ними удалять ткань. Соответственно, когда мы это сделаем, перевернем и точно так же мы обрежем лишнюю ткань с изнаночной стороны. Я думаю, я понятно объяснила, и можно приступить к процессу непосредственно шитья. Значит, дорогие мои, обращаю внимание ваше. Какой цвет ткани компаньона у вас будет, вы должны поставить в шпульку нитку того цвета. У меня черная, значит, нижняя нить у меня черная. Верх у меня молочного цвета, значит, у меня сверху стоит нить молочного цвета. Это важно, это надо понимать, потому что наша изнаночка должна быть тоже красивой. Это наше мастерство, и это приятно человеку, который будет это носить. Выкладываем, как нам удобненько, ткань, проверяя, чтобы все снизу легло ровненько, хорошенько, нигде ничего не загнулось. Ничего, я покажу вам обработку одной детальки, квадрата. Полный цикл. Остальное я уже за камерой сделаю, чтобы не отнимать ваше внимание. Я думаю, это будет понятно. Можно сделать буквально 1-2 стежка закрепочных, чтобы ниточка впоследствии не расползлась. У меня тройная строчка, у меня она не расползется. Если вы обычной строчкой строчите, 2 мм, как я говорила, ширина стежка, и 1-2 стежочечка обратного хода сделайте, чтобы закрепилась строчечка, чтобы она потом не разлезлась. Начинаем. Ну вот мы прострочили одну детальку, которую я вам показываю. Убираем наши ненужные иголочки вокруг этой детали. Они нам уже не нужны. Вырезаем бумагу, она нам здесь тоже не нужна. Я все убрать бумагу не могу, поскольку я дальше буду работать с другими деталями. Но чтобы вам показать наглядно, как это делается, я выбрала один квадратик. Вот сейчас мы его обработаем так, как нам надо. Удалим бумажечку лишнюю. Вот так. Придерживайте ткань, чтобы ее не растянуть, когда вы будете удалять бумагу. Вот на строчечку пальчиком прижимаете, и все дела. И точно так же изнутри. Точно так же изнутри. Вот. Строчечку фиксируйте пальчиком, и тогда у вас ничего не растянется, все будет красиво. Вот, в центре можно аккуратненько поддеть ножничками, не повреждая ткань. Не повреждая ткань, это очень важно. Хотя мы будем ее даже вырезать, но тем не менее, к этому надо прислушаться, потому что не всегда мы вырезаем середину полностью, понимаете? Вот, берем удобные ножнички, которые вам нравятся. Смотрите, строчка очень хорошо видна. Да, мы договорились, что мы вырезаем на 2-3 мм от края строчки. Для удобства отделяете верхнюю ткань от нижней пальчиком, прорезаете серединку. Берете, фиксируете в руке хорошенько на пальчике, ставите ножницы и делаете надрез, не доходя до края, на 2-3 мм. Вот. И теперь мы идем смело по контуру. У нас есть этот ориентир, эти 2 мм. И мы смело идем по контуру. Вы можете взять маленькие ножнички, можете не держать на весу эту ткань. Вы режете так, как вам удобно, но важно, чтобы это было ровненько и красивенько. Можно маленькими ножничками. Я привыкла работать одними, вот, поэтому я работаю этими ножницами. Вот. А вы делаете, как вам удобно. Наша задача хорошенько вырезать.
Смотрите, у нас квадратная деталь. Она имеет углы. Для того, чтобы красиво свернулась ткань, нам надо надсечь эти углы. Все, мы это сделали. Выравниваем, где нам не нравится линия, выравниваем ровненько. Вот наш уголочек, смотрите. Этот уголочек, для того, чтобы ткань свернулась, надо надсечь прям непосредственно к самой строчке. Вот прям близко-близко к самой ниточке. Это для того, чтобы потом этот край, когда мы будем утюжить, паром дадим, и он сам завернется вот таким образом. Вот, и станет лохматеньким. Точно так же здесь мы выравниваем край. Вот это можно убрать любой щеточкой, либо влажной тряпочкой. Это все потом в процессе, когда заканчивается работа с этим объектом, все это обязательно надо сделать, непременно надо сделать. Переворачиваем нашу работу, находим наш квадрат, обнаруживаем, что когда закончили строчку, у нас ниточки, мы их обрезали. И теперь вокруг этого квадрата, не внутри, а вокруг этого квадрата убираем лишнюю черную ткань на 2 миллиметра от строчки. Есть. Этот объект у нас готов. Я не удаляю остальную ткань, потому что мне еще работать с другими объектами. Но вот что у нас получилось. Вот так у нас будет с изнанки. Наша работа будет вот такой с изнанки. Я подровняю потом эти края, чтобы сейчас не отнимать у вас время. Вот, я их сделаю ровненькие, красивенькие, и она будет смотреться вот таким образом. Я закончу с остальными фигурками, и тогда вам покажу, как это смотрится. Видите, вот уже один край закрутился, видите? Я потом, когда все сделаю, посмотрю, не сильно ли он длинный, может сделать его короче, а может мне и так подойдет. Понимаете, все потом будем смотреть уже в процессе. Вот так мы обработали эти детальки. Поперечное направление быстрее закручивается, нежели чем долевое. А долевому мы поможем закрутиться, мы утюжком поможем. Вот так. Все, на этом я перейду, поработаю и вам покажу. Вот теперь мы начнем более сложную работу, которую я выбрала вот для показа, для наглядности вам показать этот участок. Он не совсем легкий, потому что здесь много пересечений, узкое пространство. Нам надо машинкой сейчас либо предварительно нарисуйте, пожалуйста, себе линии карандашом ярким, где вы будете строчить, чтобы вы хорошо видели строчку. И учитывайте то, что мы сейчас сами на машинке будем изменять вот эти расстояния, потому что на рисунке они смотрятся хорошо, но нам надо будет вырезать ткань, и она должна раскрыться, чтобы с изнанки показался черный цвет. Нам очень мало этого расстояния, значит, нам надо сдвигать рисунок немножко. Мы будем пытаться сейчас это делать прямо на машинке, вот, не рисуя дополнительных линий. Вот здесь для наглядности я нарисовала. Смотрите, тень здесь очень узкая, мне разрезать было негде, поэтому я ее передвинула дальше, соответственно, удлинила в длину для того, чтобы расширить вот это пространство. Если я оставлю на прежней, оно будет некрасиво смотреться. А так я расширила его, более длинным сделала и более широким. А здесь я вырежу белую ткань, и снизу будет черная. И у нас получится вот эта вот ленточка. Вот таким образом. Такое вот происходит в процессе нашего творчества. Значит, что? Сейчас мы обрисуем этот круг машинкой, обойдем, для того, чтобы потом работать внутри него. Вот здесь уже спешить, как на квадрате, нельзя. Мы будем строчить медленно, потому что нам нужна красивая окружность. Даже невзирая на то, что когда мы вырежем ткань, и она закрутится, она все сгладит, все дефекты. Но давайте будем стараться делать работу красиво. Как мы сами красивые и будем делать работу красиво.
Приступим. Я начинаю. Вот, один кружочек с одной стороны у нас есть, но нам нужно теперь еще прострочить его и с другой стороны. Вот. Для того, чтобы это красиво смотрелось в готовом изделии, я буду строчить не по контуру этой линии, а дальше, потому что мне между ними надо будет разрезать, и чтобы оттуда открылась черная ткань. Черный кружочек получился. Поэтому я это буду делать на глаз. Нарисуйте себе, если вы в себе не уверены, нарисуйте себе дополнительную линию и строчите по ней. Или же у вас есть лапки, которые могут вам дать какой-то ориентир. Допустим, вы можете идти краем лапки, вот этим краем лапки. Можете поставить этот край лапки и по внутреннему краю лапки идти, относительно уже простроченного кружочка. Вот. То есть, как вам удобно будет, соответственно, сдвигая иглу в ту или иную сторону. Зависит от того, как вы поставите. Я вот посмотрю, сдвину иглу в самый край. Поэтому, значит, что получилось? У меня практически 0,5 сантиметра строчка получается. Но мне надо идти четко краем лапки по моей строчечке. Четко. Ну, это не совсем удобно, конечно, если по краю лапки. Поэтому я выберу себе другой вариант. Может быть, я просто сменю лапку на другую. Выбираете ширину той строчки, с которой вы будете работать. Вам удобно будет работать, чтобы обрезать ваш рисунок между строчками. Мне приходится в моем рисунке несколько заморочиться. Я выбрала такую ширину стежка. Много окружностей, конечно, немножко надо заморочиться. Но ничего страшного, мы справимся, все в наших руках. Вот, я думаю, видно, что мы обошли эти окружности. Я пока что не могу обрезать бумагу для того, чтобы вам показать, как я здесь вырезаю. Я должна закончить рисунок здесь, обстрочить, здесь весь пройти. И вот когда я его пройду, удалю бумагу, тогда я вам покажу этот процесс, как я буду здесь разрезать. Хотя вот в середине этой окружности я все-таки могу показать. Небольшой кусочек вот. В середине этой окружности я могу показать. Но здесь уже я не могу удалять бумагу, потому что я потом не смогу... У меня не намечен рисунок. Вот, поэтому я аккуратненько вот здесь вот удалю ее. Вот, небольшой кусочек, чтобы вам показать. И вот здесь мы должны между строчками строго по центру, ни в коем случае не прорезая нижнюю ткань нашу, чтобы мы дырку не сделали, разрезать нашу основную ткань нашего изделия. Смотрите, мы разрезали, да? Вот она уже скручивается. От утюжка она еще больше скрутится. Так вот, вот эта ширина этой разрезанной ткани, это строго на ваше усмотрение. Если вам показалось, что здесь недостаточно черного цвета, обрежьте ее еще немножечко, сделайте ее поуже.
не делайте такой большой. Покажите эту окружность, как она на рисунке есть. Вот и все. Вот наша задача. Да, обшивать вот эти мелкие детали. Это нелегко, это муторно, это долго, кропотливый труд. Но результат того стоит. Я уже продолжу за камерой и покажу вам уже, как все это получилось и как я буду вырезать. Ну что же, мы закончили этот удивительный процесс. Получилось вот что. Вот что получилось. Эта работа будет еще, видеть утюжок обязательно, обрабатываться паром. Работа будет проведена и над этими краюшками, потому что в долевом направлении не сильно закручивается трикотаж. Мы его утюжком попросим. Если он не захочет, мы просто укоротим этот срез. А вот поперечное направление, вот он сам уже завернулся в эту сторону. В треугольничке тоже мы поработаем над этим. Если он не захочет закручиваться, мы его немножко укоротим и обрежем. Вот такая тема у нас удивительная получилась. На этом этапе у меня здесь будет дорабатываться дизайн. Я еще не знаю, что там будет, поэтому я соберу кофту и тогда посмотрю, что мне добавить. Это будет что-то незначительное, но это будет связующее между этими двумя детальками. Вот что у нас получилось с изнаночки. Вот такая изнаночка. Вот. И что мы делаем дальше? Для того, чтобы продолжить нашу работу, берем спинку. На спиночке с изнаночной стороны по плечевым срезам проклеиваем обязательно. Пусть это будет любая лента клеевая, которая у вас есть, не очень плотная, не очень толстая, а приспособленная для трикотажа, чтобы она была не сильно толще этой ткани. Вот. Это для стабилизации плечевого шва, чтобы в носке или когда человек садится, эти швы не играли, не растягивались, не уходили никуда. Вот. Нам нужно вырезать полосочку шириной в 1 сантиметр, длиной по длине плеча. И приклеить ее сюда утюжком на спинку, на плечевые срезы нашей спинки. Вот ровно в 1 сантиметр вот сюда. Для стабилизации швов. И следующим этапом у нас будет, после этого, как вы проклеите по спинке клеевые полосочки, мы собираем каркас нашей кофты. Начинаем мы из любого бока, любой бок, который вам удобен. Совмещаем наши надсечечки, которые мы сделали при крое. Вот, совмещаем края, скалываете иголочками и прострочили на ту ширину шва, которую вы заложили в крое. Прострочили, прямая строчка. Не отрывая нить, поднимаете лапку и подставляете плечики и сшиваете полочку и спинку по плечевому срезу одному, не обрывая ниточку. Это такой фабричный способ в целях экономии нитей. Подставляете следующий плечевой срез полочки и спинки совмещенный, объединяете их на машиночке, не обрывая ниточку, совмещаете второй боковой шов. Вот здесь зафиксировали, где у нас надсечка, иголочкой, прострочили на ту ширину, которую вы заложили в выкройку. Вот, дальше мы будем обрабатывать швы. Если у вас ткань позволяет, как у меня, двунитка, пенье, она не треплется, не кошлатится. Поэтому для того, чтобы не уплотнять наши швы, не утолщать их, я оверлок применять не буду. У меня будет строчка машинная. Вот я прострочила, затем смотрим, что у нас получается. Вот обработанный с изнанки боковой шов. Вот этот шов, это изнаночная сторона. Это его лицевая сторона.
А вот это изнаночная сторона плечевого шва. Вот он. Вот это плечико с изнаночной стороны. Чтобы достичь такого внешнего вида наших швов и закрепить их, чтобы они не болтались, не скручивались, мы пришили все швы, прошили на машинке, прострочили. Затем выворачиваем изделие, остается на изнаночной стороне. Определяем, куда смотрят наши швы. Значит, в данной ситуации, если вы проклеили клеевую кромку на спинку, значит, вам надо огибать на плечевых срезах швы на спинку, чтобы закрыть эту клеевую. Соответственно, когда вы огибаете этот шов на спинку, вот загнули его на сторону спинки, и с этой стороны строчите. Если у вас 0,7 шов, я выбрала 0,5 отделочную строчку, для того, чтобы закрепить его, чтобы он не болтался. Вот я что хочу с ним делаю, он будет вот таким вот, без оверлока. Вот, и прострачиваете отделочную строчку. Хотите, прострочите на 0,1, затем на 0,5. Хотите, сделайте просто на 0,5. Выбирайте ширину, которая вам нравится, которую вы хотите. И она будет вам держать эти швы. Если у вас где-то здесь получилось, что, прострочили, выбрали ширину строчки такую, что она не закрепляет кончик шва, обрежьте его и сделайте красивую изнаночку. То есть, двумя словами, следующим этапом нашей работы будет соединение боковых и плечевых швов передней и задней половинки кофты. Это прямые строчки, я показывать вам их не буду, вы их умеете, знаете, думаю, вы справитесь прекрасно без меня. Когда мы это объединим, мы займемся рукавами. Если у вас рукава не имеют никакого декора, у меня на рукавах будет декор обязательно. То есть у меня моя компьютерная тема непременно будет объединяться с какой-то темой на рукавах. То есть рукав будет дополнять эти рисунки. Я еще не определилась, что это будет. Либо это будут полосы, либо это будут какие-то геометрические фигуры. Где они будут расположены, я еще над этим думаю. Но они у меня будут, поэтому я соединяю спинку с полочкой, а рукава не трогаю. Если у вас декора не предполагается, сразу же берите рукава, лицом к лицу складывайте, выравнивайте срезы и прострочили строчку той шириной, которую вы заложили в крой. Вот. Если вы загнули боковые швы при изготовлении, сшивании спинки и полочки, если вы загнули боковые швы на полочку, я рекомендую вам на спинку, раз по плечам на спинку, значит и по боковым швам на спинку загибайте эти швы, то тогда прострочите рукава и для отделочной строчки загибайте их уже не на спинку, а наперед. Чтобы у вас под мышкой, вот здесь под мышечкой, видите, один шов в одну сторону загнут, а другой в другую. Но если провести линию, вот линия соединения швов. Она ровная, красивая. Просто, чтобы не было уплотнения, они в разные стороны развернуты и закреплены отделочной строчкой. Значит, если боковые швы вы загибали на спину, значит, вы на рукавах шов загибаете на переднюю половинку и закрепляете отделочной строчкой. Вот для данного раздела, я думаю, информации довольно, есть чем заняться. Вы будете соединять изделия в кучку, я буду думать над своими рукавами и тоже соединять спинку с полочкой. И когда я это сделаю, мы с вами снова встретимся. Мы оформили нашу полочку аппликацией, вы своей, я своей, стачали боковые плечевые швы, выполнили отделочные строчки на этих швах, стачали рукава сразу
Те, у кого нет никакой аппликации, сразу стачали рукава. У кого она была, выполнили аппликацию, затем стачали один шов на рукаве. У нас рукав очень простой, одношовный и очень удобный. Вот. Вот так я уже один рукав притачала. Вот так выглядит работа с изнанки. Рукавчик. Вот так выглядят боковые швы с изнанки. Вот наша изнаночка, вот боковой шов с изнанки. Соответственно, плечевой шов с изнанки. Так это будет выглядеть с лицевой стороны. Смотрим. Смотрим. Наша работа без рукавчика пока что, потому что я буду показывать вам, как его прикрепить, как его притачать. Вот наши швы с лицевой стороны. Наша отделочная строчечка. Прострочили. На плечевом шве прострочили отделочную строчку. И теперь один рукав я пришила, а второй мы будем пришивать его вместе. Я вам покажу, как этот крой рукава, этот метод кроя, насколько он удобен. Как этот рукав без всяких заморочек ложится в пройму. Вам не нужно ни тянуть, ни припосаживать сильно, ничего. Вот вы его поставили и прикрепили. Не более того. Пришиваете рукавчик вы той шириной шва, которой вы работаете по всему изделию. Для того, чтобы втачать рукав в пройму, нам нужно основное изделие вывернуть наизнанку. Выворачиваем. Вывернули основное изделие наизнанку. Нашли нашу проймочку. Наш рукавчик, который мы уже сшили, выворачиваем на лицо и погружаем этот рукавчик для удобства. Одеваете себе на ручку и вставляете внутрь проймы. Вот он наш рукавчик, вот он. Хоп, и все, и он у вас там. Как я и говорила в прошлом видео, если у нас швы на основном изделии отвернуты на полочку, значит, швы на рукаве у нас отвернуты на спинку. Это для избежания вот этих утолщений, которые нам не нужны. Значит, на этом изделии у нас, в моем случае, шов уходит на спину, значит, на рукаве шов ушел на полочку. Мы объединяем наши боковой шов и шов притачивания рукава, стачивания рукава, шов ко шву серединкой. Загибы наши уходят в разные стороны, но вот шов притачивания, значит, нам сюда нужно погрузить иголочку, совместить эти швы. Скрепляем. Что делаем дальше? У нас при крое была насечечка центра рукава. Совмещаем эту насечку с швом стачивания плечевых швов. Вот он. Не к отделочной строчке, а именно ко шву стачивания. Совмещаем центр и плечика. Совместили, иголочкой прикололи. Все. Вот. И теперь смотрите. Я пройму выравниваю. И как в нее ложится без всяких проблем рукавчик. Смотрите. Расправляем, выкладываем. И можно сразу булавочкой фиксировать. Есть. Идем дальше. Расправляем, выкладываем без всяких заморочек. У нас при крое был допуск 1 сантиметр на
при посаживании этого рукавчика. Все, смотрите, даже не надо ничего. Он по окату рукава лег сам, без всяких проблем. Все, захотите, дополнительной иголочкой зафиксируйте, не захотите, не фиксируйте. Затем поднимаете в ручки изделия и смотрите, нигде ли вы там ничего не захватили лишнего, не перекосили. Вот у меня булавка уткнулась, видите, вот сюда и сразу создала вот такой капюшончик. Это надо исправить, вытащить булавочку, выровнять и все. И по новой закрепить. Все, посмотрите, как у нас лежит рукавчик в этой пройме. Просто великолепно. Соответственно, эту сторону по переду тоже мы скрепляем иголочками. Это для удобства, чтобы мы, когда будем стачать на машинке, оно никуда не уходило, не перекашивалось. Все. Вот выравниваем наши срезы. Ничего не натягивай, не надо растягивать, там чего-то тянуть, не надо. Вся наша посадочка, она идет по окату рукава. Вот здесь вы можете уже равномерно распределить этот наш несчастненький сантиметрик, который мы давали на посадочку. Вот таким образом. Все. Вот наш рукавчик посажен. Мой центр сместился, я прошу прощения. Вот. Все, посмотрите, наш рукавчик прикреплен. Мы идем, кладем под машинку и пришиваем швом притачивания, который у вас задан для изготовления этого изделия. Притачали. Но перед этим я забыла вам сказать, вы же посмотрели, да, что у вас на рукаве есть, мы ставили при крое обозначение. Вот я выверну его наизнанку. У нас написано, это спинка, это перед. Соответственно, когда вы вставляете рукав в пройму, у вас должно быть обязательно перед к переду, спинка к спинке, чтобы вы не попутали правый, левый, то есть рукава. У вас должен правый войти в правую ручку, а левый в левую ручку. Значит, за этим следим, это не упускаем. Пометка спинка рукава должна идти на спину. Значит, вы выбираете тот рукав, который вам подходит. Все, мы сшиваем это на машинке. Затем, когда мы пришили рукав, мы этот шов огибаем на полочку, на спинку, не на рукав, а на основное изделие. И по лицевой стороне прокладываем отделочную строчку, закрепляя наш шов, чтобы он не болтался там внутри, не скручивался, поскольку это трикотаж, на ту ширину, которую выбрали вы. Непосредственно. Мы это сейчас сделаем, я это сделаю за кадром, чтобы не отнимать ваше время, а мы рассмотрим потом, когда пришьем наш рукавчик, горловину. До новых встреч, мои дорогие! Спасибо вам огромное за внимание, за терпение, за то, что вы досмотрели этот ролик до конца, выдержали всю эту мою болтовню. Но все же она была по делу. До новых встреч, дорогие! Спасибо вам большое.